Всем привет! Сегодня один очень необычный выпуск. Дело в том, что мне дали потестировать одно очень замечательное устройство. Это портативная электростанция, которая имеет в себе встроенный электрический литий-железофосфатный аккумулятор достаточно большой емкости. А на выходе дает розетки для подключения самых обычных бытовых устройств мощностью до 2,2 киловатта, в пике до 4 киловатт. Ее очень комфортно брать с собой куда-то на выезды, на какие-то выездные мероприятия. Это очень хорошо можно использовать в кемпингах, либо там, где нет электричества, и оно там желательно, необходимо. Либо у вас, если часто отключается электроэнергия, то вы также можете его использовать как источник бесперебойного питания. Давайте пробежимся чуть-чуть по характеристикам. Первое, что у него есть, это его мощность. Его мощность в номинале 2,2 киловатта, пиковая мощность до 4 киловатт. То есть, если у вас какой-то мощный насос или мотор, который стартует с большими токами, то, в принципе, это вполне себе реализуемо. Для того, чтобы подключать такие устройства, есть 4 штатные розетки. Ну и никто не отменял вам включение сюда каких-то удлинителей и так далее. Мы потестировали уже это устройство, и оно очень интересно себя показал. То есть мы подключали сюда чайники электрические, утюги, фены, пылесосы, каких-то, в общем, все потребители, телевизоры и прочее, это все то, что мало потребляет, какие-то светильники. Мы все это подключали, тестировали, и он просто чуть громче шумит или чуть тише. Сейчас вот он включен, он совсем не шумит, потому что у него нет нагрева. Чем выше у него нагрев, тем выше у него уровень шума. Это нормально, но уровень шума не превышает, например, шума кипящего чайника. Мы сейчас с вами это покажем, я сейчас вам это покажу. Мы с вами это обязательно потестируем. Что здесь есть? Розетки 220, розетки 12 вольт, как обычные прикуриватели у автомобилей. То есть одна из розеток как прикуриватель автомобиля. Второй это 12-вольтовый выход на 30 ампер. Здесь 12 вольт, 10 ампер, еще тоже специальные разъемы, типа джек. Здесь USB Type-C 100 Вт, USB разъемы для зарядки обычные, по 2 Вт и по 18 Вт и по 3 ампера, так называемый Fast Charge. Все эти устройства можно контролировать при помощи вот такого вот замечательного сенсорного дисплея. Мы можем включать либо выключать каждый из отдельных, там 220 вольт, либо DS. Вверху еще, кстати, у него два, как это называется, wireless charge, то есть беспроводные зарядки. Две штуки вы можете приложить сюда, там телефон, например, он будет заряжаться. Тоже очень удобно на самом деле. Смотрим дальше, что у него есть еще. Я сейчас поверну. Значит, с этой стороны мы имеем разъемы для зарядки. Первое, что хочется показать, это вот такие два разъема для подключения внешних дополнительных аккумуляторов. И зарядка от штатного зарядного устройства, правильнее так сказать, и от дополнительного, например, солнечных панелей. Вы можете использовать генератор, солнечные панели, любые другие какие-то источники питания. При подключении солнечных батарей используется MPPT контроллер. MPPT – Maximum Power Point Tracking. Простым языком это некий алгоритм, суть которого заключается в отслеживании точки максимальной мощности солнечной батареи. И это дает возможность получить максимальное количество энергии от Солнца. Входящее напряжение от 10 до 145 вольт и мощность до 900 Вт. Емкость встроенных аккумуляторов этого устройства 2048 Вт-час. То есть это 40 ампер-часов, если переводить в ампер-часы. Включение простецкое. Выключили, подождали, он завершил свою работу. Включение ровно так же. Нажали, все включилось. Загрузилось программное обеспечение, он готов к работе. Не шумит, не гремит, не греется, не тарахтит, морозов не боится, до минус 20. Зарядка, кстати, этого устройства от 0 градусов. Если
вы где-то на морозе, то все-таки придется его немного отогреть или оберегать. Все-таки вещь не самая простая. Конечно, она боится влаги, она не предназначена для того, чтобы стоять под дождем на улице. Емкость 2048 Вт-час. Но что делать, если ее не хватает? Можно подключить дополнительные аккумуляторы. Вот здесь вот у меня стоит еще один аккумулятор. Сейчас вам покажу поближе. Вот такой вот батарейный блок, который подключается вот таким вот кабелем. Да, это не кабель от электромобиля, это кабель от батарейного блока. Как это все происходит? Во-первых, давайте отдельно скажу про батарейный блок. Батарейный блок имеет на себе тоже отдельные розетки. Отдельную розетку для 12-вольтовой, как кар, назовем их так. То есть это розетка для прикуривателя штатный, по сути, 12-вольтовый. Это USB Type-C и USB обычного типа Type-A. Включение-выключение этих внешних портов, кнопочку. Ну и, соответственно, при включении-выключении самого блока. Он точно так же включается и выключается. Вы можете его отдельно использовать от всего вообще. Но вообще это на самом деле батарейный блок. И этот батарейный блок имеет зарядку, имеет емкость в 3072 Вт-часа. И как он подсоединяется. Для этих целей у него есть... Значит, он может отдельно заряжаться сам по себе при помощи солнечных панелей, генератора. Точно так же солнечных панелей, генератора, точно так же, как и обычный AS200 Max. И может отдавать свое накопленное электричество при помощи вот такого как раз таки замечательного разъема. Как это происходит? Все очень гениально и просто. Замечательный вот такой вот провод. Это кнопочки для того, чтобы открывать, либо заблокировать, чтобы случайно не выдернуть разъем. Мы его включаем сюда. Блокируем. И включаем второй конец аккумулятора. Вот так. Чик. Блокируем. После этого наш аккумулятор приобрел дополнительно мощность в 3072 Вт-часа. К AS200 Max их можно подключить до 2 штук, получив при этом дополнительный запас мощности в 6144 Вт-часа. Да, про что еще хочу сказать. Аккумуляторный наш внешний блок, несмотря что с вашего ракурса он кажется каким-то таким маленьким, он нифига не маленький. Во-первых, он гораздо тяжелее, чем основной AS200 Max. И он правда большой. Он большой и тяжелый. На самом деле, чтобы быть точным, AS200 Max весит 28,1 кг при емкости в 40 ампер-часов. B300 весит 36,1 кг при 60 ампер-часах. Один из вопросов, на который мне хотелось получить ответ, это действительно ли на выходе чистый синус, и не меняется ли напряжение и форма сигнала при подключении нагрузки. Для этого я собрал простенький стенд с вольтметром и осциллографом. Но мы видим, что ничего не поменялось. Чайник закипает, нагрузку показывает нам. — 1863 ватта. Синусоида у нас не меняется. Уже у нас не просаживается. Шумит чайник громче, чем кулеры нашего устройства. Все хорошо. Сейчас стало чуть-чуть его слышно.
кипел. Все, выключился и сразу все затихло. Ничего нигде не дергается. Что ж, такие вот мы тесты провели. Стоит заметить, кстати, что индикатор во время подключения внешнего аккумулятора показывает средний между ними процент заряда. То есть сейчас он показывает там больше 50. Если мы выдернем или выключим этот аккумуляторный блок, то он покажет меньше, там около 40. Такая вот программа. Можно более детально посмотреть в настройках, какой заряд на одном аккумуляторе, какой заряд на другом аккумуляторе. Также это можно посмотреть через удобное приложение Bluetti. Все устройства для обзора предоставлены компанией Spectre, которая является единственным официальным импортером продукции Bluetti в России. Для того, чтобы хорошенечко протестировать наше устройство, мы решили взять его с собой за город. Там, где электричества точно нет, но очень хотелось бы, чтобы оно было. И первое, что мы решили потестировать, это электропила мощностью 1,8 кВт, 1800 Вт. Конечно, нам нужны были дровишки для того, чтобы разжечь костер и что-нибудь там приготовить. Поэтому мы отправились в близлежащий бурьян поискать хорошего валежника. К слову говоря, валежника здесь было полным-полно, выбирай любой. Такое сухое. Вполне себе. Или вот это. Вот это вот, в принципе, нормально, мне кажется. Но... Да, его просто пилить удобно. И мне кажется, оно такое... Вот это. И пила себя на удивление хорошо показала. Ну, во-первых, мощности было достаточно, а во-вторых, аккумулятор совершенно не напрягался при питании этого устройства. Знаешь, что сделать? Давай он от того еще отпили кусочек, а я сниму какое потребление. Только тут, блин, плохо так почему-то. Вот так вот, наверное, да. Сейчас, да, давай. — 1600 максимального показал. Так что, в принципе, 1800. Ну, это, наверное, когда его уже прям клинит уже. Так, ну что, еще чуть-чуть. К слову говоря, пару раз у нас все-таки пилу зажало и выключился именно мотор. Сам аккумулятор при этом просто повысил свою мощность. Так, а сколько у нас, интересно, вообще на всей этой процедуре потратилось? У нас 96%. То есть мы могли бы еще пилить и пилить. 96% мы напилили дров на костер-то точно. Нам надо, кстати, какую-нибудь лавочку сделать. Ну и для того, чтобы, конечно, хорошенечко попилить, мы решили сделать лавочки. Поэтому пришлось пилить древесину не только поперек волокон, что достаточно легко, но и вдоль, что на самом деле достаточно трудоемкий процесс. Но, к слову говоря, и он прошел без запинок. Конечно, электропила в разы менее шумная, чем бензопила. При этом нет необходимости ее заводить, прогревать, регулировать и так далее. На мой взгляд, это менее прихотливый инструмент. И более удобный в работе. Нажал, и она включилась.
короче, 88%. 12% для такого пиления, я считаю, что более чем достаточно. Дальше мы занялись оборудованием нашего места. Еще было очень интересно, как себя поведут солнечные панели. У нас их было 2 штуки. Это гибкие панели по 100 Вт. Не то, что их можно было прям свернуть, скажем, в трубочку, но форму крыши они точно смогут принять. К сожалению, солнца в этот пасмурный осенний день не было от слова совсем. Поэтому наш инвертор просто увидел, что к нему подключили солнечные панели. Возможно, если бы их было больше, мы смогли бы даже слегка зарядить наш инвертор. Немного солнца мы все-таки поймали на следующий день, но это больше для очистки совести. Сразу включился. Чайник-то мощный. Я, наверное, половинку наливаю, да? Вот этот вот 1,8 ест, честно. Она написана на максимум. Ну, по крайней мере, сейчас это пока 1,8. Очень, кстати, быстро закипает, да. К слову говоря, об уровне шума. Чайник около 2 киловатт, это почти максимальная его мощность. И шумит он на самом деле сильнее, чем сам инвертор. И дальше ничего нам уже не мешало. Вечером мы включили дополнительное освещение, чтобы было комфортно и не спотыкаться обо что-либо. И могли просто наслаждаться тишиной. К сожалению, осенний день очень короток, поэтому очень быстро темнеет. За все время нашей поездки мы потратили всего 45%. Мы пилили пилой, кипятили чайник, использовали прожектора для освещения, заряжали аккумуляторы коптеров и мобильники. На мой взгляд, это вполне неплохой показатель. Для тех, кому тяжело таскать такой большой блок, да и не нужно так много электричества, есть вот такой вот маленький аппаратик Blue Yeti. Похож он на какую-то большую аудиоколонку. Конечно, он уже настолько легкий, что я могу поднять его одной левой совершенно спокойно. При этом он имеет довольно внушительные характеристики. Мощность в 1 киловатт. Но об этом устройстве я расскажу подробно в следующий раз. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео, и делитесь своим мнением в комментариях.